Уважаемые друзья, подписчики, коллеги, спонсоры канала, читатели моей новой книги «Китайская власть». Беспрецедентный за многие десятилетия энергетический кризис Китая продолжается. Несмотря на то, что власти приняли экстренные меры, позволили увеличить тарифы на электроэнергию, запустили закрытые угольные шахты. Тем не менее, сегодня власти провинции Ляонин в который раз объявили о том, что в провинции будут блэкауты, отключение электроэнергии, в том числе и для жилых районов, в том числе для столицы города Шэньян. В северо-восточном Китае, где находится провинция Ляонин, наступает холодный период времени года. Уже в Харбине, в Шэньяне, в Цзилине, в Чанчуне температура ночью уже бывает 0 и ниже нуля. И, конечно, мы понимаем, что вот это отключение электроэнергии, оно уже носит вовсе не экономический характер, не идет слом поставок цепочек экспортных, в том числе на внешние рынки, но уже касается социальной сферы. Городские власти города Шэньян, это столица провинции Ляонин, уже заявили о том, что будут выделять субсидии для более чем 19 тысяч малоимущих в городе. Это люди, которые не могут покрыть расходы на отопление. Мы понимаем, что если выключается отопление, люди включают электроприборы, у них нет такой возможности, они находятся на грани, без шуток, холодной смерти. 19 тысяч человек. Это Шэньян, это один из крупнейших центров Китая, региональный центр столицы провинции Ляонин. Но это не происходит в вакууме, то есть реально это происходит на фоне общей нервозности в Китае, мягко говоря, нервозностью, потому что в преддефолтном состоянии находится корпорация Evergrande. Вообще весь девелоперский сектор, который давал работу около 45 миллионам занятых в отрасли людей, 30% ВВП, так или иначе, прямым косвенным образом было связано. Все это происходит одновременно. Ну и каким-то странным совпадением это происходит перед началом ноября, перед очередным пленумом, соответственно, последним пленумом 19-го съезда, в котором будет предварительно определяться весь состав высшего руководства Китая и предварительно будет решаться, пойдет ли Си Цзиньпин на следующий срок правления, сможет ли он реализовать заявленную у него программу по великому возрождению китайской нации, считая присоединению Тайваня со всеми вытекающими последствиями. Все это происходит одновременно. Ну и в интернете очень много версий, потому что официальные власти дают очень скудную информацию. В интернете среди экспертов, в том числе, очень много версий по происходящему в Китае. Ну, конечно, самое адекватное это то, что действительно поднялись цены резко на уголь. Неожиданно, да, неожиданно вдруг цены на уголь достигли 12-летнего максимума. Ну, а тарифы на электроэнергию не изменились. То есть просто энергогенерирующим компаниям невыгодно стало покупать уголь, потому что цена последующего электричества, она не покрывает расходы на уголь. Но это все верно, абсолютно верно, но не объясняет одно, а почему в Китае поднялись цены, почему в Китае исчез уголь. Конечно, есть маститые востоковеды, которые говорят, что это Си Цзиньпин виноват в зеленом переходе. Вот он всем резко начал заставлять закрывать угольные шахты, и угольные шахты закрылись. Но реально то, что мы в прошлом ролике говорили, это то, что Си Цзиньпин сказал, что пик выбросов углекислого газа должен достигнут быть вовсе не в этом году, а через 9 лет, в 2030 году. В Китае уже закладывались новые шахты, в Китае идет производство угля, мы об этом скажем позже в ролике. Ну и, соответственно, никакой зеленый переход, тем более уже Си Цзиньпина, кого нашли обвинять в зеленом переходе, но точно он не виноват в том, что закрылись многие шахты или не поставили уголь. То есть очевидно, что закрылись очень-очень много угольных шахт, и они перестали просто работать на отгрузку. Внимание, в условиях повышающихся цен на уголь. Цены растут, а вы не отгружаете. Да? Очень интересно и ничего не объясняет, в том числе отказ от угля, который шел из Австралии, мы об этом тоже в прошлом ролике говорили. От австралийского угля отказались в июне. То есть последние поставки пришли в морские порты, соответственно, Шанхая и там остальные другие, соответственно, крупные порты уже в июне. Больше поставок не было, но почему тогда отказ от угля сработал через 3 месяца после июня, да, в сентябре, октябре? Почему? Непонятно. И мы понимаем, что реально количество импортного угля сократилось всего на 10% по январю-августу в Китае. То есть это тоже не объяснение. 10% может
Тем более, что весь объем импорта составляет порядка 300 миллионов тонн, то есть это порядка 30 миллионов тонн. Если мы понимаем, что Китай потребляет 4 миллиарда тонн, то это даже не процент, это меньше процента. Если уж говорить об электричестве, отключении, то это, как это и было, кстати, в Гуандуне, который основной потребитель австралийского угля, это временное отключение на сутки, на двое суток, может максимум трое суток производства. Это об этом тоже отдельный ролик снимали, и объяснить отказом от австралийского угля вот эту ситуацию невозможно. Да? То есть мы понимаем, что в стране, где есть плановое ведомство, которое курирует экономику, в стране, которая на 60%, хотя некоторые востоковеды считают, что на 70%, да, 67% называют такие цифры, мне известны данные официальной статистики, 57% энергогенерации в Китае приходится на уголь. Соответственно, в стране, где 60% энергогенерации приходится на уголь, где производится и потребляется, внимание, половина мирового угля, половина, ни больше, ни меньше, и где существует, соответственно, высочайшего класса электросети, высочайшего класса энергогенерирующие компании, гораздо превосходящие по уровню европейские, российские и так далее, и где, как и в любой стране, энергогенерация и энергоснабжение является сферой государственной безопасности. Кстати говоря, в Пентагоне есть отдельная строчка «Защита электросетей» в военном бюджете США. На него приходится 25 миллиардов долларов на защиту электросетей в случае возможного удара противника. То же самое в Китае. Вот где существует плановое ведомство и где уголь состоит во главе угла всей экономики, очень сложно объяснить такой внезапный отказ от угля, внезапное отключение или отсутствие угля, тем более. Причем внезапное. Постепенное можно объяснить, но внезапное невозможно объяснить какими-то простыми причинами, тем более, что Китай — это фабрика мира, она работает как часы, и любая сбой в энергогенерации — это очень острая проблема. Она не возникает просто потому, что Лао Ван не договорился с Сяо Лю, да, это невозможно такое, да, и это нужно объяснять, очевидно, другими совершенно какими-то вещами, а не просто говорить, что вот, значит, резко не стало хватать угля. Ну, это может говорить только дилетант. Конечно, более странно выглядит именно в плановой экономике то, что проблемы в гражданском секторе, в бытовом потреблении электроэнергии возникли именно в северо-восточных приграничных с Россией приграничных с КНДР районах Китая. Это очень странно выглядит, именно потому, что та же самая комиссия, Государственный комитет по развитию реформ, бывший Госплан, он об этой ситуации, проблему с углем знал уже в июне. Он, когда столкнулся с небольшим сокращением импорта из Австралии, уже были распечатаны резервы, передавались уголь, уже уголь передавался в энергогенерирующие компании. Об этой ситуации Китае знали с июня. И в Китае формировались списки по тем провинциям, которые находятся в первую очередь под угрозой слишком интенсивного потребления электроэнергии, слишком интенсивного объема использования. Но самое главное, внимание, эти три провинции, ни одна из них не находилась ни в одном из списков, опубликованных 17 августа, в том числе и для всех. Это есть в интернете, на сайте, зайдите на сайт Госкомитета развития реформ. Вот эти три провинции не входили в первый список самых энергопотребляющих провинций. Более того, по темпам потребления роста они не вошли. Все есть в открытом доступе, и большинство из провинций, особенно Цзилинь, где чуть ли не воду стали отключать, она находилась в последнем списке предупреждений. То есть она находилась, эта провинция Цзилинь, и остальные провинции находились либо во втором, либо в третьем списке. То есть они не входили в группу риска вообще. Там нету этих проблем колоссальных с энергопотреблением. Тем более странно это все звучит, когда отключается энергия в Ляонин. Ляонин известен тем, что в его энергогенерации 10%, 15% это очень большое количество ветрогенерации. Находится Приморская провинция и так далее. То есть очень много вложено в зеленую энергетику. И именно там почему-то заканчивается и уголь, и и ветрогенерация. Хотя рядом находится энергопоставщик угля Россия, Монголия не так далеко, и один из лидеров по производству угля внутренняя Монголия. Все это выглядит очень странно. А перед тем, как дальше искать причины, обсуждать какие-то версии, подписывайтесь на канал, кто не подписался, ставьте лайки, комментируйте, что вы думаете по этой ситуации, репостите видео ролик в ВКонтакте, в ваших сетях, где вы сидите, в Фейсбуке, Телеграме, и подписывайтесь на мой Телеграм-канал, где вся эта информация в оперативном порядке подается.
И более того, в уникальном ключе, потому что больше я не видел ни одного телеграм-канала, который бы говорил в подробностях о причинах энергокризиса или проблемах с дефолтами девелоперской сферы, когда они появляются, а не тогда, когда уже об этом говорят на страницах «Комсомольской правды». Так, те проблемы, которые возникли в китайской промышленности, в китайской сфере потребления энергии, зачастую пытаются объяснить различными какими-то стандартными вещами. Например, все мы знаем, что экспорт в этом году в Китае очень сильно в стоимостном выражении вырос. То есть порядка 30-33% с января по август. На самом деле это очень большой рекорд. Китай сейчас идет фактически на 5 триллионов долларов оборота. Не знаю, дойдет ли он с энергокризисом или нет, но он к этому шел. То есть реально объемы экспорта в стоимостном выражении, в денежном, очень сильно выросли в Китае. И, конечно, хочется очень просто объяснить, что количество заказов было такое, что просто вот все, лампочки горели, все выключали, лишь бы производить. Но на самом деле реально мы понимаем, что выросла стоимость на мировых рынках. То есть произошла определенная инфляция товарная, инфляция стоимости товаров. И во многом эта инфляция и есть рост этого экспорта. И, конечно, очень выглядит анекдотично версия о том, что в Китае выросло на 40% потребление электроэнергии. Это вот очень важный момент, стоит ли чему-то верить, каких вообще СМИ брать информацию про Китай. Его официальная статистика, считаю, что нормальным приемом является сайт Синьхуа, в котором есть на русском языке статистика по энергопотреблению. Жемин Жибао, другие официальные государственные СМИ Китая, там China Daily и так далее. Либо можно пользоваться Bloomberg и Financial Times, Reuters. Вот несколько источников, где можно действительно получать информацию по цифрам. Вот, например, даже Global Times немножко путается в цифрах, потому что у них тематика не экономическая. И зачастую в интернете вы можете столкнуться с какими-то версиями бредовыми, анекдотическими, смешными, где будут говорить, что потребление энергии в Китае выросло на 40%, поэтому, значит, пробки вылетали, и поэтому тушите свет, так много стал стоить уголь. Это все бред, потому что официальная статистика, я думаю, что это так и есть, говорит о том, что энергопотребление в Китае выросло всего на 13,8% с периода январь по август. Это важно. То есть, реально, да, в том числе, что экспорт вырос в стоимостном выражении, реально производство, потребление бытовое выросло на 13%. 13%, когда вырастает энергогенерация, даже если вы достигли пика, это не повод выключать воду в крупнейшем миллионнике, да, в многомиллионных городах. Это повод на один максимум день сократить энергопотребление в промышленности. Но это не повод выключать полностью электроэнергию. Более того, мы видим, что сейчас сентябрьской еще статистики нету, но есть августовская, да. Август, жаркий месяц, да, в том числе, кстати, кондиционирование цехов происходит, не только квартир. И это большая, на самом деле, энергозатраты, в Южном Китае особенно. Всего лишь на 3,8% выросло потребление в августе. То есть коллапса никакого не было в энергопотреблении в августе. Да? То есть как могла власть уследить, что если нет коллапса в энергопотреблении, почему должен расти уголь. Более того, мы видим, что по официальной статистике энергогенерация в Китае выросла почти на 10%, 9,5%. То есть энергогенерация выросла, да, на 10%. Потребление энергии выросло всего на 13%. То есть мы видим, что максимум разрыв между ростом энергогенерации и энергопотреблением 3%. Более того, мы понимаем, что когда смотрим реально в деталях, то в промышленности потребление электроэнергии выросло на 0,6%. Промышленность практически не увеличила свое производство. То есть это официальная статистика, и Китаю нет смысла скрывать или мухлевать энергогенерацию. Она выросла всего на 0,6%. В сельском хозяйстве в августе энергопотребление выросло на 13,7%. В промышленности, повторяю, 0,6%. Где причина для энергетического кризиса? Где сверхпотребление? Тем более вот эти, где бредовые 40%, которые выросло потребление электроэнергии, это действительно, конечно, непонятно. И более того, кто говорит, что вот даже предположим, что 40% выросло потребление электроэнергии.
это люди, которые не понимают сути китайской промышленности. Она вообще сейчас по своим мощностям, по официальной статистике, задействована всего на 70%. На 70%. То есть китайская промышленность существует резерв 30% роста единомоментно. Загрузить цеха, загрузить на полную мощность станки и так далее. Все это может китайская промышленность. И вы думаете, что китайская энергогенерация не готова тоже восполнить такой 30%? Она вполне готова. То есть китайская промышленность, все, кто жил в Китае, понимают, она построена на вырост. И всегда Китай не боится роста. Никогда в нем не было готовности. Это же видно по аэропортам, по логистическим хабам. Везде рассчитано на огромный рост. То же самое в энергогенерации. Огромный рост заложен в целом. Я думаю, что Китай потянул бы и 50% роста скачкообразно. И если бы не потянул, то он бы начал бы загодя покупку электроэнергии еще в соседних странах. Загодя. Для этого действует китайская мировая фабрика. Поэтому там есть государственное планирование и так далее. Пускай и индикативное, пускай его мало кто слушается, но тем не менее эту проблему бы решали. Тем более очень странно слышать, что не хватает электроэнергии, когда мы помним, что в июне или в июле этого года в Юнане, в Сычуане, где много рек, люди жаловались, что вот биткоины производство отключили и, соответственно, некуда девать электроэнергию. То есть они в июле еще жаловались, что ее некуда девать, теперь вдруг негде ее взять. Тем более, по провинции Гуандун, это один из таких мощнейших производственных центров, там до 30% формируется всей продукт экспорта, всего экспорта Китая. На самом деле это 3 провинции или 4: Гуандун, Жидян, Цзянсу, Шаньдун. На них в основном большая часть экспорта приходится, 2/3. Эта провинция закупает электроэнергию за 1000-1500 километров от себя. В той же Юннане, с которой даже прямой границы нет, через Гуйчжоу, через Гуанси-Джуанский автономный район, в той же Сычуане и так далее. То есть там везде идет закупка электроэнергии. Китай всегда найдет выход для того, чтобы восполнить производственную мощность. Это реально. Но обычно рассуждают о Китае люди, которые очень далеки, тема хайповая. Опять же, повторяюсь, читайте статистику тех обозначенных источников СМИ, которые я говорил. Более того, такой важный факт, что в январе-августе этого года количество добычи обычного угля, не энергетического, то есть выросло на 4,5%. То есть рост угля был, добыча угля была. Это очень странно выглядит, когда нам говорят, что вот в Китае там закрываются шахты. Это на самом деле полная дичь, да, говорят, что вот шахты достигли своего дна, но Китай это не Габон, не Украина и даже не какая-нибудь Ботсвана. Это страна, в которой проблемы купируются заранее, то есть они обсуждаются, это все изучается загодя. И если в Китае 4 миллиарда тонн добывается угля, на них приходится 60%, это сфера национальной безопасности. Если бы шахты стали достигать своего дна, как, грубо говоря, вот сегодня они бы достигли, то вопрос бы об закрытии электроэнергетики угольной, он бы встал бы 10 лет назад. Но он не встал, потому что Китай огромный запас этого угля. Они продолжают добычу, они продолжают использование и готовы дальше рыть до самого центра земли. Это их не смущает. Но почему-то вот вдруг это обнаружилось сейчас, и все вдруг решили закрывать шахты. Это не про Китай, это про какую-нибудь другую страну в Центральной Африке. Значит, что касается, опять же, поставок импортного угля, я уже говорил об этом. В августе он вообще вырос, импорт угля на 35%. То есть Китай нарастил импорт угля на 35%, опять же, до 28 миллионов тонн. Но в целом, повторюсь, за период первых 8 месяцев всего лишь на 10% импорт угля сократился, то есть до 200 миллионов, до 197 миллионов тонн. Реально о чем идет речь? Китай просто не поставили 20 миллионов тонн угля. Внимание, 4 миллиарда тонн добычи и 20 миллионов, это 0,5%. И за 0,5% не возникает отключение воды в крупнейших мегаполисах. Более того, значит, в энергопотреблении по официальной статистике соответственно, северо-восточном регионе выросло всего на 8,7%. То есть, если мы смотрим статистику по восточному, центральному, западному Китаю, северо-восточный, где блэкауты, там меньше всего рост энергопотребления. Темпы роста потребления электроэнергии тоже в 16 провинциях. В первую очередь это Синьцзян, Сычуань, Хайнань, Цинхай, Гуйчжоу, Нинся, Шэньси. Да? То есть мы видим, что по темпам роста вот эти провинции, где сейчас блэкауты, Ляонин, да, Хэйлунцзян. Ляонин вообще предпоследний занимает по темпам роста за первые 8 месяцев. Почему вдруг сбой энергогенерации?
Си Цзиньпин решил включить зеленую экономику. Вы серьезно? Значит, мы видим, что плюс к этому еще в сентябре падает бытовое потребление в Китае. Сентябрь это очень комфортный, это вот как раз самый лучший месяц, как в России июль или июнь. В Китае наступает такая приятное тепло, не жара августовская, адская жара спадает, наступает сентябрь, все выключают кондиционеры, энергопотребление бытовое в сентябре падает. Почему надо еще и выключать, обесточивать целые города, тоже непонятно. Значит, что реально может происходить в Китае? Негласный саботаж со стороны угольных производств. Угольное лобби. Да? Официально идут антикоррупционные расследования. В первую очередь мы знаем, что посажен. Они все связаны. Две провинции. Внутренняя Монголия, провинция Шанси, которые сейчас вдруг затопили угольные шахты. Но что дренажа вы там не сделали. У вас что? Самая дождливая провинция. Эта провинция находится рядом с внутренней Монголией. Извините, там дождь не так часто, как в Гуандуне. Да? Такое же интересное событие, как затопление метро в провинции Хэнань. Неожиданно вдруг затопило метро. Ну что, дождь в первый раз пошел, видимо, в провинции Хэнань. На реке Хуанхэ первый раз разлив. Шэньхуа – это корпорация, директора которого арестовали. Бывший вице-губернатор внутренней Монголии. В Китае отдельно, кстати, в главе, отдельная глава про преемника Комсомольского, про американского комсомольского преемника Ху Чуньхуа. Против него в прошлом году началось раскручиваться так называемое монгольское дело. Ну, я его так назвал, монгольское дело. Огромное количество чиновников внутренней Монголии, большей частью связаны, конечно, с угольным производством. Это, как я в одном из роликов говорил, это очень такая коррупционная тема, потому что никак не фиксируется абсолютно. Там добыча ведет совершенно, как у нас, соответственно, на юге России стройка, самострой, так там самодобыча идет. То есть там все это добывают. Огромное дело против угольщиков, против чиновников внутренней Монголии. Об этом писали о комсомольцах, о том, что это преемник, о том, что есть угольное дело, информационное агентство японское Никкей. Потом это передрал без ссылки на Никкей один из обозревателей нашего информационного агентства ТАСС, да, без ссылки, но тоже рассказал про комсомольского преемника Ху Чуньхуа. О нем я рассказываю вам практически во всех роликах. Написана огромная книга «Китайская власть». Вот эта коррупционная борьба идет там, с угольщиками. Им вводятся, их душат, немножко поддушивают. Им вводятся дополнительные нормы экологического регулирования. Они в зоне риска по поводу зеленой энергетики. И единственное объяснение того, что происходит, да, это то, что угольщики решили воевать с центральной властью. И это мощное лобби энергетическое. Они решили, что можно провести такой саботаж по производству угля. И после этого угля резко не стало хватать на электростанциях. Почему-то не стало хватать в провинции Ляонин, которую возглавлял бывший первый секретарь комсомола, нынешний премьер Госсовета КНР Ли Кэтян. Это вообще очень интересно, это не поддается никакому логическому объяснению. Ну, если только не, таргеты остались предыдущими, а вот цена на электричество поднялась. Вдруг неожиданно, почему не стало угля в Китае. Ну, бывает, да, в Китае не стало угля. По официальным данным, на внутреннюю Монголию приходится 1 миллиард тонн добычи. Просто вслушайтесь в эту цифру. Миллиард тонн – это 25% всего угля. То есть именно внутренняя Монголия стала местом вот этой мощной политической чистки. Да, сегодня внутренняя Монголия дает свой ответ. И по итогам вот этих чисток сократилась добыча на 8%. То есть пострадало огромное количество. 8% это 80 миллионов тонн. Это больше, чем в Австралии, почти что сопоставимо с австралийскими объемами. И реально вот это все сокращение до июля 2021 года пронаблюдалось. Ну и, соответственно, после этого началось то, что началось сейчас. И вы прекрасно понимаете, что мы видим, что сокращается добыча. И Госкомитет по развитию реформ – это ведомство, в котором сидят ставленники Си Цзиньпина, да, Хэли Фэн и так далее, то есть его экономическая команда. Они прекрасно понимают, что идет ситуация роста цен на уголь, что шахты закрываются, не перестали подавать уголь, причем, кстати говоря, в сентябре, прямо перед 1 октября. Да? Но что они могут? Это не правительство, это не глава Госсовета, комсомолец Ли Кэтян. Они не могут поднять тарифы на электричество. А правительство, которое возглавляет бывший первый секретарь комсомола, Ли Кэтян, ничего не делает и не поднимает тарифы на электричество.
Теперь, внимание, вопрос. Кто виноват в энергетическом кризисе в Китае? Что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Поставьте лайк для продвижения канала и подпишитесь, если вы не подписались. Спасибо.